22 января 2022 года в 22 часа 22 минуты вышла 222-модовая серия видосов, которые я назвал Minecraft 2.0. Новые подземелья, новые боссы, новые жители с новыми торгами, новые предметы лучше Незерита, обновленные локации и много чего еще другого. 100 дней выживания, выполняя 1000 достижений в полностью ванильном мире, имея при себе всего одну жизнь. Приятного просмотра. Кстати, не забудьте подписаться. Меня это сильно мотивирует. Я заспавнился на острове, и я без понятия, где найду свое первое дерево. О, корабль. Все-таки нашел дерево на берегу и скрафтил свой первый верстак. Также я скрафтил инструменты и лодку. Вопросы с пропитанием мне поможет решить мистер Крабс. Спасибо. Садимся в лодку и плывем к кораблю. Кстати, там еще один маленький кораблик есть, который надо залутать. Так, отлично. Что у нас тут есть? Берем все, что можно, и уходим отсюда. Еще можно забрать шерсть. Она нам пригодится. Вот теперь уже можно отправиться к большому кораблю. Вблизи он намного больше, чем я думал. Штурмуем корабль. Сундуки. Этот. Уже темнеет, и мне по-хорошему надо лечь спать. Этот и этот. За эти 5 минут выживания я, наверное, получил достижений 10 или 15. Ложимся спать. Просыпаемся и завтракаем. С помощью карты клада ищем сокровища. Еще один корабль. Залезаем вовнутрь точно таким же способом. Первый сундук, второй, третий. Бомбочкой! Нашел клад. Собираем лут. Второй клад. Второй сундук. Наступил третий день, на который я нашел свою первую броню. Из найденных ресурсов сделал себе железные поножи, шлем и сапоги. И ведро на всякий случай. Сейчас я нахожусь в саванне, и это далеко не самый безопасный биом. Благодаря модам здесь ходят не самые дружелюбные ребята. Чуть позже поймете, о чем я. Черт, 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 черт. Ай, 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 ай. К счастью, у них очень мало здоровья. Окей, это было быстро. Наслаждаемся красотой. День уже заканчивается, поэтому ложимся спать. Просыпаемся. В моих планах найти деревню и поселиться рядом с ней. Здравствуй, собачка. Устав искать на суше, я решил искать деревню рядом с водой. Может, в пустыне найдется хотя бы одна деревня. Мало того, что я нашел в пустыне остатки какой-то громадины, так рядом с ней еще и конюшня заспаунилась. Повезло. Начнем с конюшни. Ничего интересного у коневодов в сделках нет. Стырим немного пшенца. Пожарим мистера Крабса в печке. Из украденной пшеницы сделаем хлеб. Продадим этот же хлеб коневоду. Хитрый махинатор. И ляжем спать. Пятый день я решил начать с добычи костей древних. Изумрудов в черепушке. Еще и спаунер. Спаунер. Ломаем. Изумруды. Ломаем. Хаскл. Тоже ломаем. Продолжаем поиски деревни. Уголь. Еще уголь. До конца дня вряд ли найду хотя бы намеки на деревню. Утром 6-го дня я выхожу из пещеры и иду дальше искать деревню. Нашел немного железа, а также подземелья. Хотел туда зайти, но меня там встретили крайне недружелюбно. Решил драться с ними на своей территории. Потом ко мне подошел гоблин-торговец. Мы обменялись железом и быстро разошлись. Продолжаю искать деревню. Не забываем делать перерыв на сон. Продолжаем искать деревню. К сожалению, запись отключилась, но, к счастью, я вовремя заметил это. Сейчас 10-й день, и за 8-й и 9-й день ничего интересного не было. Не считая 11 золотых блоков в подземной деревне, в деревне позади меня я нашел седло, панкейки, купил себе железный меч, мясной рагу и 2 ведра. А еще я нашел кирку на веревке. И теперь настало время строить себе начальную базу. A few moments later. Моя кирка на веревке заржавела и превратилась в крюк. Сейчас поймете, о чем я говорю. Удобно, да? Продолжаем строить дом. Не забываем про отдых. День 11. Не занимался ничем, кроме строительства дома. Спим. Просыпаемся в 12-й день. Завтракаем. Доделываем стены дома. Пошел за песком, чтобы переплавить его в стекла. Пока песок плавится, доделываю второй этаж. Доброй ночи всем. Утром 13-го дня я расторговал лесника до уровня мастера. Декорируем входы в наше жилище. Затем переносим наши вещи из улицы в дом. Так, мне явно не хватает крыши. Займемся этим завтра. День 14. Крафчу крышу из акациевых ступеней. Затем мне пришла в голову идея сделать ферму. Осталось ее только вспахать.
Блин, воду забыл. Оставлю это на завтра. Готово. На 15-й день я уже начал вовсю делать крышу дома. И... готово. Хотя снаружи мой дом выглядит готовым, внутри нет ни декора, ни планировки. Но так как я устал заниматься домом несколько суток подряд, мне бы хотелось сменить деятельность. А еще я забыл сделать дорожку перед домом. Засыпаем. Весь 16-й день я сортировал предметы в сундуках. А еще я поглядываю на ту башню. Не вижу смысла ждать. А вот и вход. Ломаем спаунер, убиваем паука, поднимаемся. Ломаем спаунер, и еще выше. Ломаем спаунер и на крышу. Золотые блоки оставим на потом, так как меня здесь уже ждут. Убиваем, добываем, сундуки лутаем. И еще, и еще, и еще. Летим домой. Теперь мое состояние выглядит вот так. И ложимся спать. Утром 17-го дня я понял, что пшеница растет медленнее из-за текущего сезона. Сейчас поймете, о чем я говорю. Это календарь, и он показывает текущий сезон. Сейчас вроде как конец весны. Принял решение покопаться в шахте. И случилось вот это. Спустился глубже. Кстати, да, я нашел кварц в верхнем мире. Принял решение обменять гравий на кремень у гоблина торговца, чтобы не тратить время на рутинные работы. Нашел и выкопал уголь. Нашел и выкопал железо. Эпический выход из пещеры. Ай, ложимся спать. На 18-й день я воспользовался картой из башни, чтобы найти большое подземелье, которое находится под землей. Сделал крест, чтобы не таскать карту с собой. Снова сортирую вещи. Принял решение копаться ночью, чтобы вылезти под утро. Еще не спустился, а уже достижения дали. Затем я передумал, ибо решил не рисковать лишний раз и пойти туда в алмазной броне. Когда я уже вышел, была ночь. После пробуждения я решил подготовиться к походу за алмазами и сделал несколько железных кирок. Спускаемся в шахту, в прямом смысле докопался до редстоуна. 20-й день уже встретил под землей, и под этой же землей я чуть не умер. Повезло. Ну и награда за мои мучения не заставила меня долго ждать. Добываем. Теперь выживать будет намного проще. Очередная неудачная попытка пещеры прикончить меня. Вылезаем. Я уже хотел пойти домой, как наткнулся на это. А эти ребята хотят неприятностей. Изи. Заходим в землянку. К сожалению, тут нет тайника. 21 день. Плавлю добытый материал в печках. При всем моем богатстве я понял, что у меня нет камня. Исправляем это дело. Из булыжника я сделал камень, который мне понадобится для крафта 3 предметов. И вот рецепт одного из них. Это рудоискатель, и с его помощью я сокращу время, затрачиваемое на поиски алмазов, примерно в 10 раз. Аналогичная тема есть и для железа. И весь 21 день я потратил на поиски материалов для крафта этих 3 предметов. День 22. Проснулся и пошел к инженеру за повторителями. Заканчиваем крафт. И теперь у меня в руках все 3 искателя, с которыми я могу не париться над поиском ресурсов Верхнего мира. Верхнего мира, потому что на Незерит и Эндерит это не распространяется. Крафтим алмазную кирку. Алмазы, я иду за вами. Искатели работают как компас, показывая ближайшие к игроку залежи той или иной руды. Что и требовалось доказать. Вот она, наука. А еще я нашел пещерную черепаху. Ай. Наступил 23-й день, который я также провел в шахте. Утром 24-го дня я вернулся домой. За 2 дня копания в шахте я добыл 48 алмазов и кучу других материалов. Не знаю зачем, но мне захотелось построить башню. Но отсюда удобно стрелять, я вам скажу. Паум. А еще если бы не эта башня, я бы не узнал, что там лагерь гоблинов. Максимально аккуратно спускаемся вниз и ложимся спать. День 25. Хотел убить Эндермена, но он сбежал. Решил доделать свою башню, но ко мне пришли гости. Закончив с башней, я пошел домой. Я уже собирался было лечь спать, но кровавая луна не дала мне это сделать. Решил время не терять и скрафтить все, что мне нужно. Ночь еще не закончилась, а на улице чересчур много монстров, поэтому просто дождемся утра. Ужас какой-то. Как же их там много. На 26-й день мне захотелось полюбоваться своей башней. Поучаствовал в небольшой потасовке с гоблинами. В сундуках у них ничего ценного. Подобывал немного дерева и наконец-таки приманил коров к себе домой. Проходите, так, двери закрывать не забываем. Пошли гулять. И это такой утес прямо возле моего дома. Не, это скучно. О, вот здесь точно не скучно. Тут целое гнездо пауков. Так, ладно, я передумал. Ненавижу пауков. Да вы издеваетесь.
Если ты попытаешься сломать мне дверь, я сломаю тебе лицо. Я предупреждал. Как же хорошо, что они не умеют ломать блоки. Зато я умею. Забираем и уходим. Вот так. 28-й день я пошел за обсидианом для крафта чародейского стола. Чародейский стол готов, и теперь я заклинатель. Комнату для разочарований построим под домом. В итоге она выглядит вот так. Зачаровываем меч, кирку, еще одну кирку, нагрудник, поножи, ботинки. Так, ботинки вышли с браком. Шлем и еще 2 лука. Телекинез — классная тема. Добытые блоки сразу в инвентаре оказываются. Но мне все еще не терпелось проверить лук. Я уже знаю, на ком его проверю. Спускаемся. Проверяем. Мощно. Там у скелетов своя атмосфера. Убиваем зомби, сразу же ломаем рассадник. Здесь мало чего полезного. Летим, сломя голову к остальным. Ломаем. Здесь тоже мало чего полезного. А вот здесь уже без слов. Здесь уже лут посерьезнее. Во втором сундуке тем более. Здесь я проверяю, как работает чары ловкость на поножах. Если у меня 3 сердца и ниже, я получаю прыгучесть, скорость и сопротивление. Скорее домой. Сортируем вещи. На 30-й день мне понадобилась еда и кожа, поэтому я искал коров весь день. А уже вечером меня нашли фантомы. Противовоздушный оборонительный комплекс активирован. А ты ликвидирован. А еще я карту местности сделал. Хотел зачаровать меч на чары против человечества, но мне не хватило уровня. А еще у лука теперь чары на силу 3. День 31. Добро пожаловать на мое кулинарное шоу! Сегодня мы с вами попробуем приготовить ягодное мороженое. Нам понадобится сахар, ягоды, снежок и молоко. Наше блюдо готово. Попробуйте себя и попробуйте настоящее ягодное мороженое. На съемки ушли целые сутки. Утром 32-го дня я подумал, что пойти в ледяной храм — это хорошая идея. Но потом понял, что буду искать дорогу 100 лет. И раз мы не хотим отправиться туда, где холодно, мы можем отправиться туда, где очень горячо. Например, отправиться в ад. Господа, мы в аду. Надо найти открытую местность. Чтобы не потерять дорогу домой, буду расставлять факелы. Я почти сразу нашел бастион. Здрасте. Начать исследование ада я решил с бастиона. С 2 пиглинов 2 тотема. Лутаем сундуки, забираем только то, что нужно. А все ненужное пихаем в большой сундук. У меня тут настоящий артобстрел. Пам. Пара-пара-пара. Пара-пара-пара. Еще один сундук. Забираем магму с собой, так как она пригодится для одного дела. Очередной сундук, но с очень вкусным лутом. И еще назарит. А здесь я случайно падаю в лаву, но выживаю. Сказать, что это было опасно, ничего не сказать. Решил отвлечься и покопать алмазы в аду. Почему бы и нет? Так, в бастионе я нашел 1 назаритовый лом и 2 древних останка. Предлагаю поискать еще один и сделать себе назаритовый слиток. И так как я делаю это впервые, я много раз косячил с лавой. А так просто добавлю, что это было очень долго. Но спустя миллион лет я таки нашел свой первый древний осколок. Моя кирка почти сломана, поэтому возвращаемся домой. На обратном пути до меня докопались вот эти ребята. Сейчас будет Теперь можно вернуться домой и лечь спать. Утром я покопался в сундуках, зачаровал кирку на чар с говорящим названием и решил ее затестить. Официально заявляю, что это лучшая кирка, которая у меня была когда-либо. Весь оставшийся день я пытался улучшить башню путем создания водного лифта. Подъем работает, а со спуском пока проблемы. Ложимся. Просыпаемся в 38-й день. Древние осколки переплавились, и настало время скрафтить наш первый назаритовый слиток. Небольшое откровение. Это мой первый назаритовый слиток вообще. Очень грустно это признавать, но этой деревне скоро конец, ибо там практически не осталось жителей. Добыл немного дерева, перекинул свои сокровища в другой ящик, решил немного подекорировать дом. Сплю. День 39. Решил, что первым назаритовым предметом будет кирка, а потом сортировал вещи все оставшиеся сутки. И спать.
40-й день я хочу отметить походом куда-нибудь в сторону океана. Нужно это для добычи морской травы и ламинарий, из которых мы будем делать растительный желатин. А из желатина мы будем делать пилюли. Пилюли — это раннеигровые изделия с более слабым эффектом и малой длительностью. Понятия не имею, сколько времени это займет. Нашел подземную деревню. Как же здесь много книг! Заберем их с собой. Под ночь я нашел, где добыть морской травы. И уже утром добыл себе целый стак. Чернила нам тоже понадобятся. Это было неприятно. По дороге нашел разрушенный корабль. На абордаж! Вот и весь лут. Пока искал клад, лег спать. Утром 42-го дня нашел его. Здравствуйте, мистер Лягушка. Нашел указатель, который ведет в сторону моей деревни. Добыл стак ламинарий и лег спать. День 43. Скидываю все сокровища в сундук, добываю немного дерева, крафчу книжные полки, ставим и идем спать. День 44. Завтракаем и идем создавать пилюли из растительного желатина, который мы сделали из ламинарий и морской травы. А далее по рецепту создаем пилюли огнестойкости. В отличие от зелья, пилюля действует 1 минуту. Штук 20, думаю, хватит. И вот теперь можно идти добывать назерит. А наличие пилюль сделает мою вылазку безопаснее. Мы на нужной высоте, и теперь можно приступить к Так, ладно, начало хорошее. Продолжаем искать. Докопался до нового светокаменного биома. Еще один древний осколок. Возвращаясь домой, я вылез в долине песка душ. Наткнулся на местную фауну. И крайне удивился тому, что с него выпал назеритовый лом. Есть среди зрителей экзорцисты. Мне срочно нужна помощь. Нет, не нужна. Забываем все события и ныряем в лаву. Строимся в сторону портала. А вот и светокаменный биом, о котором я говорил. А вот этот дядя очень кстати, так как у него есть супер выгодная сделка. В аду тоже бывает красиво, кстати. А еще я узнал, что если убить чемпиона с одного удара, то никакой награды не будет. Нахожу портал и иду домой. Вернулся под утро 48-го дня и весь день сортировал предметы. Кстати, забыл, что пилюли можно улучшить до золотых версий. Смотрю, как скелеты убивают друг друга. Крафчу еще 2 назеритовых слитка. Захотел подраться с пауком-чемпионом, с которого выпала вот эта книга. И просто продолжал драться со всеми всю ночь. День 49. Ищу чары получше на все, что только можно, и создаю более надежную броню. Вторым по счету назеритовым предметом я решил сделать нагрудник. А для третьего предмета мне нужен уровень. Получил свой первый Ender Pearl, а еще понял, что мне не нужно идти в ад за уровнем посредством добычи кварца, так как в верхнем мире его и так достаточно. Видимо, от перемены мест слагаемых сумма меняется, ибо иными словами я никак не могу объяснить вот это. Кто не понял, что произошло, я поменял мечи местами, и из-за этого мне понадобилось в 3 раза меньше уровня. Назеритовый меч готов, и конечно же мне не терпелось его испытать. И к своему удивлению я получил тотем крипера и скелета. Со спокойной душой ложусь спать. Прошло 50 дней с момента начала моего выживания. Деревня почти уничтожена, я получил свои первые назеритовые слитки и... Да... Ходят тут и топчут, взрывают. На всякий случай решил сделать себе пилюли исцеления. 50-й день хотелось бы отметить как-то по-особенному, а там как раз недалеко появились разбойники. Думаю, это хороший повод начать рейд и получить себе тотем бессмертия. Я хотел закончить серию красиво, среди них не было главаря. Но раз звезды сошлись таким образом, мы пойдем искать адскую крепость. Поднимаемся. И на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы скорее увидеть следующую часть выживания.